Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня хочу рассказать вам, как мы запустили вот этот аквариум. На мой взгляд, мы сделали в нем все, что мы на сегодняшний день умеем и представляем необходимым сделать для вот такого типа аквариума. Он стоит в офисе, в помещении, где достаточно мало внешнего света. Как вы видите, вот там окна, здесь матовые стекла, поэтому дневной свет не будет сильно попадать. Верхний свет, естественно, включается, но не очень сильно светит, поэтому рассчитываем, что здесь будет все в этом отношении благополучно. Давайте теперь посмотрим, как все устроено, настроено и так далее. Первое, что мы сделали, это мы провели канализацию и водопровод. Канализацию постарались провести в полу, чтобы она выходила как можно ниже. И она вот выходит прямо в дырку в тумбе. Дальше стоит тройник, из которого пошла трубочка на слив из внешника. Вот внешник, самый большой внешник ЭХМ. Открываешь вот этот кран, и сольется вода из внешника, соответственно, и полностью из аквариума. Дальше идут вот такие колена. Эти колена выполняют роль сифона, для того, чтобы никакие запахи из канализации не попали в аквариум. Дальше идет, как видите, вот наверх, уходит выше, и я вам чуть позже покажу, куда дальше идет. И здесь есть отвод для трубки, быстросъемный, с краном. Обратите внимание, с краном, для того, чтобы чистить аквариум. Как чистится аквариум, Валера сейчас покажет. Он причесался специально для съемок. Значит, трубочка опускается в аквариум, открывается кран на ней, открывается кран снизу, и вода пошла. Чистим дно. Ну, тут практически нечего чистить. Зеркально чистое, в буквальном смысле слова. Так, Валера, можешь закрывать. Или ты хочешь почистить? Закрывается сначала снизу, чтобы вода не утекла, потом сверху. Выливается вода из кончика, отряхнули, и все, сухая трубочка лежит в шкафу, всегда готовая к чистке. Давайте теперь посмотрим, куда пошла канализационная труба. Значит, из соседнего отделения она проходит вот сюда и заходит в аквариум. И это у нас слив аварийный и слив лишней воды от протоки с поверхности воды. Дальше я вам покажу, как это работает сверху. То есть вот вода идет сюда, и сразу она уходит в канализацию. Теперь к воде, к водопроводу. Вот выход из стены, и стоит кран. Вот этот кран, который перекрывает воду, идущую на, в первую очередь, фильтры. Два фильтра, один механический, второй угольный. Через них вода попадает на вот этот тройник с выходом на синюю трубочку и регулировочным краном. Это протока. Синяя трубочка идет дальше через шахту в аквариум. Здесь сухая шахта. Я дальше покажу, что это значит. Значит, дальше идет второй кран, который закрыт и должен открываться только тогда, когда нужно глобально подменить воду или нужно заменить воду. Да? То есть это кран для заливки большой струей в аквариум воды. Для всех остальных случаев должна применяться вот эта протока.
Она отрегулирована и стоит всегда на одной и той же величине. Когда надо поменять, меняется, но потом она не трогается. Так, теперь давайте посмотрим сверху. Вот у нас уже открыта крышка сдвижная. И вот черная – это сухая шахта, так называемая, и синяя трубочка как раз в нее и попадает, из нее выходит, и вода вот так капает в аквариум. Вот такая скорость течения. Но это просто мы сейчас так поставили. Ее можно, естественно, регулировать краном внизу. Теперь покажу, как у нас работает вот этот фильтр. И также Валера может показать, как он его заполняет. Да? У всех обычно бывает определенный вопрос, как заполнить фильтр и не замочить особо руки, да, или не натаскаться воды. Вот этот фильтр, там только субстрата 18 литров. То есть понимаете, что вот это все весит 25-30 килограмм. И таскать его куда-то вместе с наполнителем и водой достаточно напряжно. Значит, вот это внизу, то, что я уже показывал, выход, который идет сразу на канализацию. Он сделан быстросъемным соединением, поэтому в случае необходимости помыть фильтр легко отсоединяется. Значит, вот эта толстая трубка, это поступление в фильтр воды. Она проходит через сухую шахту, вот она ушла наверх, выходит из сухой шахты, здесь не видно, ну вот, сверху видно, и идет в аквариум. И здесь стоит губочка префильтр для того, чтобы эта трубка не захватывала грязь со дна. Она не предназначена для этого. Фильтроваться должна чистая вода, которая будет попадать на субстрат, и нитрифицирующие бактерии будут перерабатывать органику в нитраты. А мусор убирается той трубочкой, которую мы показали. Дальше. Выход вот здесь сверху на фильтре. И он точно так же через сухую шахту попадает вот на флейту. Флейта родная от этого аквариума. Вот это соединение и силиконовая трубочка – это вход воды для залива аквариума. Теперь Валера покажет, как заполнить водой вот этот фильтр, прежде чем его включить. Значит, снимается губочка, префильтр. Теперь у нас свободна трубка, идущая на вход в фильтр. Берется силиконовый шланг. Пропускается в эту трубку дальше изгиба, так, чтобы... До колена слива вниз. Да, так, чтобы вода не могла пойти обратно, а шла в фильтр. Подсоединяется к водопроводной трубочке. Через переходник, переходную трубочку. И теперь при открытии воды вода пойдет не в аквариум, а в фильтр. Как только фильтр будет заполнен, пузыри перестанут идти, и из флейты можно перекрывать кран и включать насос. Сейчас он уже запущен, поэтому мы вам просто продемонстрировали. Теперь я покажу, как сделан воздух, подача воздуха. Вот стоит компрессор, он 4-канальный, он 8-канальный вообще. Поэтому они вот здесь спарены, то есть 2 канала в один идут, стоят обратники для того, чтобы по этим трубочкам в
компрессор не могла попасть вода из аквариума в случае его отключения или какого-то экстренного отключения. И в аквариуме стоят просто камни. 4 камня. Они не на дне, они подвешены для того, чтобы не мешать скату и не собирать вокруг себя грязь. Вот это нагреватель на 800 ватт. Он идет с регулятором. Регулятор на боковой стенке. Вот этот. Сейчас температура 28,5. Мне не очень нравится его достаточно большой разброс. Он выставлен на 29, но вот сейчас 28,5 и поднимается до 29,5. То есть плюс-минус полградуса, это целый градус. Честно говоря, это не очень. Здесь у нас стоит помпа течения, так как здесь живет скат, и скоро будет второй. И вот ее регулятор, для того, чтобы можно было контролировать, менять режимы и так далее. И кроме того, вот средняя кнопочка, если ее подержать, то он на 10 минут выключится, потом автоматически включится. Это делается во время кормления. Ну, со скатами проще, поэтому мы не всегда ей пользуемся, так как кормим твердым кормом, а не фаршем. Дальше мы посмотрим сухую шахту. Сухая шахта расположена вот здесь по центру аквариума. Это, по сути дела, вклеенные 3 стекла внутри аквариума. И снизу шахты сделаны 2 отверстия в дне аквариума и точно так же в тумбе. Отверстия выполнены очень четко, и как при установке аквариума они совпадают. Сейчас я вам покажу. Итак, сухая шахта. Уровень подачи воды из слива установлен так, чтобы в сухую шахту ни в коем случае не попала вода. Это регулируется вот той трубочкой, которую я вам белую показывал, и ее высотой. На конце трубочки выполнена как бы корона. Вот видите? Значит, и все трубы продеты через эту шахту. Вот там внизу отверстие. Это не наше изобретение, это изобретение Хайм. Все родное. Стекла сверху, они сдвижные. Одно выше, другое ниже. Лампы тоже родные хаймовские, с синими и красными диодами в небольшом количестве, в основном белые диоды. И таким образом в нашем аквариуме есть все, что необходимо на разные случаи его обустройства и для разных обитателей. Регулировкой протоки можно создать благоприятную среду и в случае отсутствия растений, и в случае создания медленного травника. А достаточно большой биофильтр, заполненный небольшим количеством керамики в качестве механического фильтра снизу, и крупной фракцией лавы остальное, позволит не волноваться за биологическое равновесие. В случае плотного заселения рыбками, протока всегда позволит отрегулировать параметры воды и обеспечит отсутствие скачков показателей. При чистке аквариума слитая вода будет восполняться протокой постепенно. При большом сливе воды, нарушающем циркуляцию, можно долить воду вторым краном, не затрагивая кран протоки, не сбивая регулировку. Все это позволяет максимально стабилизировать параметры воды. У нас в планах уже в ближайшие дни подселить к скату Антонио его сестренку Аманду. Они чистокровные скаты Леопольди, называемые также Black Diamond. Кто смотрит наш канал, тот уже знаком с ними и с их родителями. А когда найдется человек с предложением более просторного жилья для них, мы поселим сюда дискусов, сомиков с турисом. Насыпем грунт, оформим корягами, посадим растения и обязательно покажем вам. Спасибо за внимание и до следующих встреч.